Хай Барби, хай Кен. Рада приветствовать на канале Бульбина Долл в очередной раз. Рада всех видеть. А мы с вами сегодня продолжаем рассматривать, распаковывать новинки 2026 года от Mattel. А именно Barbie Basics 2026. Та-дам! Magic. Специально для вас, для того, чтобы мы с вами рассмотрели всю линейку, я выкупила все 5 штук себе и предлагаю сегодня их рассмотреть. Выкупить-то я выкупила все, но пока они ко мне летели, я приняла решение оставить только одну из них себе, по крайней мере пока что. В прошлом году, кстати, на обзоре прошлогодней волны бейсиксов этих же, которая сзади меня выстроилась, я вас всех жестко намахала. На данный момент в линейке вышло 5 кукол. Лично себе я взяла 3 из этих куколки. Предлагаю вам немного проверить свою интуицию. Каких 3 я выбрала себе, а каких 2 нет. Простите меня, каюсь. Тогда мы с вами играли в угадайку, каких из них я себе оставляю, но в итоге за год я таки приобрела всех потихонечку. Изначально многие угадали, я оставляла 3, но рыжую я тоже оставила, ту самую голову с обзора, но пересадила на высокое тело. А потом постепенно еще и докупила блондинку. И, в общем-то, первая волна собрана у меня вся, потому что она вот такая. Я думаю, многие со мной согласятся. Повторяю, что из этих я планирую пока что оставить себе одну. И полностью распакуем и рассмотрим мы одну из этих кукол. И я снова, как и в прошлом году, предлагаю вам проверить интуицию свою, поставить это видео на паузу и угадать, какую из 5 новеньких кукол я себе оставляю. Ответ мы узнаем в конце этого видео, а пока ставим на паузу. Все написали? Конечно же, возможно, я прям в течение этого обзора решу оставить себе какую-то еще, а может и всех, когда мы сейчас их будем рассматривать поверхностно. Но изначально, вот сейчас я сижу с желанием оставить одну куклу, так что все, я никого не обманывала. Ну что ж, приступаем к нашему странному экспресс-обзору, без распаковки всех кукол. Что такие Barbie Basics? Что это такое? Я все это рассказывала в прошлогоднем обзоре прошлой волны, где здесь где-то оставлю на первую часть ссылочку. Можете все это послушать, пересмотреть, не вижу смысла повторяться. Скажу единственное то, что я говорила в прошлом моем обзоре на наборы Create. Эта линейка выпущена в бежевых оттенках. Прошлая линейка была в черном цвете в одежде. И из мега новшеств в этой серии появился паренек. Мы, кстати, тогда ждали, так надеялись. В самых первых бейсиксах, которые еще вот тогда в 2010-х выходили, оригинальные Basics, такие красивые были мужики. Мы тоже надеялись на какого-то высокого, крутого, но получили то, что получили. Увидим это в скором времени. Ну, погнали! Быстренько пробежимся по коробке. Коробка у этой волны ровно такая же, как у прошлой. Черная, с белыми рамочками. В окошке куклы, снизу название Barbie Basics, Mattel, Barbie Signature и номер модели. Тогда у нас были модели с 1 по 5. Здесь, следовательно, продолжение. 6 у меня в руках, 7, 8, 9, 10. Вверху, как и в прошлой волне, рисунок, напоминающий нам то, что у этих кукол новый механизм снятия головы простой. И здесь, кстати, силуэт модели номер 8, которую мы рассмотрим в порядке очереди. На прошлой волне, соответственно, была какая-то из этих силуэт, но я не помню какая. Сзади коробки также название Barbie Basics, девиз Customize, Personalize, Play. Идеальный английский. Обращайтесь. Короче, кастомизируй, персонализируй, играй. И текст. В прошлом году был рассказ о том, какие классные на них черные классические платья. Здесь же. Ну, короче, примерно то же самое, что и тогда. У каждой Барби должен быть базовый гардероб. Barbie Basics представляет коллекцию нейтральную с вневременной цветовой палитрой, которая всегда выглядит безупречно элегантно. У них и черная безупречно элегантно, и бежевая безупречно элегантно. Короче, Барби это в принципе безупречно и элегантно. От изысканных силуэтов до утонченных узоров эти универсальные вещи нейтральных цветов невероятно универсальны.
Окей. Поэтому любая кукла Barbie Basics может носить, делиться и создавать свои собственные неповторимые образы. Короче, как всегда, намахалова о том, что мы можем одежду от пышки пялить на малышку, а теперь, наверное, еще и на Кена юбочки можем понадевать, раз все так универсально и необычно. Ну, в принципе, ничего такого не вижу, не осуждаю. Сзади также под текстом изображение этой линейки. Видим куколок. И невооруженным глазом можно заметить, что Mattel такие на рисунках коробки используют ИИ. Куклы вообще на себя не похожи, особенно Кен. Я уверена, что это ИИ изображение, но такое. Это странно. Соответственно, и промо-фотки у них, походу, ИИшные, и они не очень-то на себя похожи. В общем, вот такие вот они тут сидят. И, как и в прошлом году, одна кукла уехала на боковинку коробки. Это на всех изображена модель номер 9. А с другой стороны, кукла, которая находится в коробке. Ну и начинаем с первой в этой волне Barbie Basics, модель номер 6. Судя по заказам, которые я помогала оформить, самая востребованная и самая любимая кукла этой волны бейсиксов. И начинаю раскрывать интригу. Эту куклу я себе не оставляю. Ее поэтому я просто аккуратненько достану на задничке, мы посмотрим хорошенечко, и потом она поедет на продажу. Сразу скажу, почему эту я себе не оставляю. Потому что она выполнена на молде Goddess, богини, в общем-то. А у меня их пруд-пруди. Принцессы мира и еще несколько. В общем-то, мне не хочется еще одну куклу на этом молде. И второе, это то, что она мне просто дико прической, выражением лица и вообще общим вайбом напоминает Barbie Basics номер 4 с прошлой волны. Для меня это как будто вообще один и тот же человек с разным макияжем и просто перекрасила волосы. В принципе, молд Лея и богиня — это очень похожие молды. И выбор прически, мне кажется, странным, но просто какая-то копирка. Я думаю, многие со мной не согласятся, это только мое мнение. Ну что ж, давайте ее аккуратненько достанем из коробки на заднике и рассмотрим внимательнее. Вот она, куколка, на бежевом задничке. Сзади сертификат, подставка в пакетике. Откреплять ничего не буду, потому что, как я говорила, ее я себе не оставляю. Ну, что о ней можно сказать? Она, конечно, удачная. На мой взгляд, очень удачная. У нее приятнейший цвет волос, такой как темный каштан или даже шоколад. Но очень красивый цвет волос, мне нравится. Симпатичная прическа, как у Barbie Basics номер 4. Молд богиня, повторяю. Многие ее называют азиаткой. Мне писали, типа, хочу заказать азиатку, а я не могла понять, кого они имеют в виду, потому что мне она не то чтобы. Да, глаза узковатые, но, мне кажется, не азиатские. Очень-очень светлого скинтона куколка. И она одного скинтона с теннисисткой и с наборами You Create Barbie Basics белыми. Темные, почти черные брови, красиво прорисованы волосочки, карие глаза, нюдовая нежная помада и лютые желтые блестящие тени, как у кукол в этом наборчике, особенно у Нишель. Вот это, кстати, мне вообще не нравятся эти тени. Они не будут сочетаться с любой одеждой, то есть нужно будет что-то подбирать, чтобы оно коннектилось с этим желтым цветом. Они даже не золотые, а желтые. И это тоже одна из причин, по которым эта кукла у меня сразу... Кстати, насчет нее вообще у меня не было сомнений. Вот только показали, я ее увидела и сразу нет. 0,6 не мое. Так что, продолжим ее рассматривать. В ушах сережки непонятного оттенка, какая-то помесь бронзы с золотом или вообще как какие-то латунные. Ну, в общем, не суть важно. Аутфит классный, ничего не скажу, классный бежевый топ, который крест-накрест на шее. В общем, это круто, он прикольно выглядит. И отвратная юбка. Мне не нравятся эти блестяшки-шелестелки, я это уже много раз говорила. Это все те же, кстати, материалы, которые использовались в наборах You Create, которые вышли прямо перед самими бейсиксами. Юбка отстой, выполнена она на стандартном теле, забыла сказать. Обувь такого же странного оттенка, как серьги. Но мне, кстати, нравится этот цвет. А сама форма обуви, мне кажется, новая, по крайней мере, у меня, по-моему, нет такого молда обуви.
Не припоминаю. Если что, если узнали и видели, напишите, мне это всегда интересно, где мы уже такое видели. Ну, вы уж простите, что я их не открепляю, но это было бы глупо, потому что я их собираюсь перепродавать, а открепленные это уже минус в цене, сами понимаете. Мы и так ее, в принципе, рассмотрели. Единственное, что не залезешь в прошивку, не проверишь шарниры, но они все равно куклы от куклы отличаются. Какая разница, какие конкретно у нее, тем более, что она ищет нового хозяина. Могу сказать интересное замечание. И помните вот эти вот липучки, которые они цепляют на теле, чтобы одежда не слазила? У нее под топ 2 липучки прям на бупсах, и это выглядит как сосочки. Ну, в общем-то, вот это экспресс-обзор на Barbie Basics номер 6. Я даже больше не знаю, что вам еще сказать. Кстати, когда я рассмотрю всех, я составлю свой топ. Какая мне больше всех нравится, какая меньше всех. И традиционно буду рада услышать ваше мнение. Как вам она? Согласны ли вы, что она самая лучшая в этой волне? Ну, это предлагаю выяснить, когда откроем всех. Вернула я ее в коробку. Кукла симпатичная. Мне нравится в целом, как она выглядит. Мне нравится ее топ. Вот топ — это лучшее, что в ней есть для меня. Но, как я сказала, не мое. Поэтому она отправляется ждать свою новую хозяйку или хозяина. А мы переходим к модели номер 7. Barbie Basics Model 7. Эта кукла единственная. Мне понравилась на промо-фото. По самым-самым первым еще мутненьким промо-фотографиям, сливам в интернете, я думала, что приобрету я только ее, но нет. Рассмотрев побольше фото, а особенно уже живых у зарубежных коллекционеров, я поняла, что она, как и шестая, мимо абсолютно. И, скорее всего, мое мнение и не поменяется, как было в прошлой линейке, да, я там не хотела Карлу вторую, но в результате, боже, я ее обожаю. Эта кукла абсолютно мимо меня. Давайте ее рассмотрим, тем не менее, как же надо. Коробка точно такая, как у всех, только сбоку изображение ее. Абсолютно на себя, кстати, она не похожа. Она на промо-фото выглядит намного круче, чем в реальной жизни. Рассмотрим поближе. Эта кукла выполнена на молде Виктория. Я просто обожаю этот молд, хоть у меня и всего одна кукла на нем, а именно с самой первой волны луксов Виктория. Я ее люблю нежнейшей любовью, хотя до сих пор ни разу не фотографировала. Зато из рук почти не выпускаю. Я странная. Тело тоже стандартное. Кстати, в этой линейке нет высокой куклы, получается. Да? Это очень странно. Почему нет? В прошлой линейке были все типы тел. Ну ладно. Скинтон у нее самый обычный, как он там называется? Нейтра, если я не ошибаюсь. То есть она может донором быть миллиона у разных кукол. По таблицам можно посмотреть. У нее мега странная рисовка. Молд Виктория легко узнается, но какая-то вот что-то мне в ней не так. Чисто мое субъективное мнение. Мне она некрасивая. Вот. Поэтому я ее не хочу. И огромнейший для меня минус – это ее прическа. Я не люблю вот эти кудри. Они мне нравятся у африканочек. Например, у Basics номер 3. Правда, я ей изменила прическу. У нее было что-то типа того же на голове. Но мне не хочется опять кудрявые волосы. Вот не хочется и все. Тем более мне не нравится их оттенок. Они какого-то желтого. С ее светлым скинтоном они вообще прям желтые, как цыпленок. Ну, в общем, никакого желания селить ее в коллекции, когда я уже ее увидела на реальных фотографиях, не возникло. Макияж тоже такой ненавязчивый, легкая помада розовенькая, темные тени достаточно, голубые глаза. Вроде и миловидная девчонка, но не мое. В ушах прикольные, из такого полупрозрачного пластика серьги. Серьги нравятся. Очень нравится ее аутфит. Особенно эти расклешенные принтованные брюки длинные, прям крутые. Мне зашло. Ну и топик обычный, прикольный, бежевый. На ногах тоже, по-моему, новый вид, новый молд обуви. Коричневые босоножки на большом каблуке. Симпатичные, с пряжкой, прокрашенной даже золотой краской. Ничего не скажешь. Вообще, она даже и ничего. Если бы мне было не лень запариваться с выпрямлением волос, я бы, может, такую и поселила в коллекции, но мне лень. Кукол и так дофига, всем не успеваю уделять внимание, места под них все меньше и меньше, поэтому я сейчас пытаюсь очень сильно ограничивать покупки барбеек. В общем-то, вот такая вот у нас 7-я Basics. Идем дальше. В общем-то, она тоже будет искать новый дом, но я думаю, ей быстро повезет, она же номер 7, удачливая, все дела. А мы рассматриваем
Модель номер 8. На коробке ее изображение тоже вообще не похожее на реальность. Сейчас мы ее достанем и посмотрим. Присмотритесь, запомните, как она выглядит на картинке. Вот она на своем задничке. Выполнена кукла на молде Эмбили. У меня на этом молде всего одна кукла, это принцесса Африки. Кажется, да. Небольшая я поклонница этого молда. Но конкретно эту куклу, кстати, я долго думала, оставлять ее себе или нет. И я все еще немножечко сомневаюсь, ну так. 90%, что я не буду ее оставлять, и распаковывать я ее, соответственно, не буду, потому что я не уверена. Что меня в ней подкупает? Прическа. Мне очень нравится этот милый, аккуратный пучок. Просто круто. И я бы его даже и не распускала, наверное, если бы ее оставила себе. Я не люблю петиток, я уже много раз об этом говорила, но именно ей идет. Мне нравится. Вот в целом ее образ меня очень привлек. Но когда приехала сама эта кукла, я посмотрела на ее лицо. У нее такой уставший вид, она такая какая-то замученная. Я долго вокруг нее ходила, думала оставлять, не оставлять, а потом решила, что в этом доме хватит одной уставшей от жизни женщины, то есть меня. И все-таки я ее себе не оставляю. Интересно, сколько людей уже выбыло из нашей игры. Писали ли вы кого-то из этих? Думали, я кого-то из них оставляю? Аж интересно почитать комментарии. Ну, в общем-то, молд Эмбили, петит тело, скин-тон у нее уникальный, можно сказать, потому что донором ей может служить только тело из набора You Create Barbie Basics, который мы распаковывали на прошлом видео. Вот это высокое, на котором Мишель. А ни одного скинтона, других доноров МТМ не существует. Ну и, следовательно, ее, скорее всего, поклонники петит тела будут многие брать ее как донора для других кукол такого скинтона. Они-то есть, хоть и немного. В общем-то, да. Прическа просто 10 из 10, мне нравится. Волосы темные, практически черные, но нет. На свету, во-первых, там видны более светлые прядочки, такие коричневые, а основная масса волос темно-темно-темно-каштановые. Макияж странный, какой-то совсем не за что зацепиться. Красивый цвет глаз такой оливковый, янтарный, как у меня. В ушах дурацкие серьги, мне вообще не нравятся эти белые капельки. Платье прикольное, прикольного цвета, такого пыльно-розового. Ну, в тех наборах что-то мы такую уже ткань видели. Белая обувь тоже не очень смотрится, как-то дешево. Но молд тоже я такой обуви не припоминаю. Конечно, какой бы уставшая она ни была, я бы не знаю. Я, конечно, сомневаюсь. Возможно, однажды на скидках я ее и возьму. Но пока что нет. Пока что мне нужно беречь свои бюджеты. Нужно выбирать тщательно, а не все подряд. Ну, в общем, эта кукла для меня 50 на 50. Нравится прическа, нравится образ в целом. Не люблю молд, не люблю петиток. Ну вот пока как-то так. Этих трех я себе не беру. Едем дальше. Barbie Basics номер 9. Кукла, которой повезло больше всех, как четвертой, да, кажется, в прошлой волне, она занимает аж 2 боковинки коробки. Здесь крупным планом, здесь в полный рост. И каждую коробку у всех она оккупировала. У нее, кстати, крайне удачное изображение на боковушке. Она вот какая на картинке, такая и в жизни. Рассмотрим же куколку. Barbie Basics номер 9 у нас на молде Тамика. У меня нет кукол на молде Тамика. Мне молд не нравился до этого момента. Ни на лук с Тамику я не обращала внимания, ни на коллекционок, ни на кого. Но конкретно с этой рисовкой мне зашло. Эта кукла мне зверски напоминает Бейонсе, певицу. Бейонсе, я не знаю, как правильно читать, я ее не слушала никогда. Но я люблю портреток, а она мне пипец как напоминает, поэтому эта кукла мне нравится, но себе я ее не селю. По крайней мере, пока. Я уверена, что она у меня появится в коллекции однажды по скидке, но не сейчас. Чуть позже расскажу почему. Так вот, молд Тамика, тело пышное, скинтон афроамериканочка, такого же скина, как Горынычи афро, там атлетическое тело. И в таком же скинтоне выходят наборы You Create Barbie Basics с 3 телами и париками этого года. Вы же уже видели эти новинки, кстати. Вот они все в одном скинтоне. То есть эту головушку очень много вариантов, куда пересадить. И это меня, конечно, подкупает. У нее очень красивые волосы. Темно-русые с
таким мелированием на несколько тонов светлее остальных волос. Это смотрится очень красивенько, мне так нравится. Очень красивый макияж. У нее такие интересные тени, там и коричневые, и темнее коричневый оттенок, и золотисто-латунный какой-то, карие глаза, помада тоже приятного цвета. Мне вообще просто безумно нравится эта кукла. Я не знаю, может я сейчас психану и оставлю ее себе, но нет, держим себя в руках. Я пока что решила поселить только одну. Ну и, кстати, уже очевидно какую. Мне нравится ее лицо, нравится прическа, нравятся вот эти серьги. Обувь уже много раз такую видели, только в другом оттенке. Платье ей не нравится, поскольку шелестелка. И сама не верю, что я это говорю, мне не нравится то, что она пышка. Мне не хочется пышек в коллекцию пока что, мне их хватит, у меня их... Раз, два, три... 4. У меня их 4 штуки, при этом дефицит одежды на них лютый у меня наблюдается. Из-за этого я с ними редко взаимодействую. У меня куча одежды на все другие типы тел, ну, кроме петитки. Петитка у меня вообще одна. На пышку мало, поэтому я хочу эту куклу, эту голову, но на теле от наборчиков Горынычей, атлетическом. Это была бы у меня такая Бьонси. Кстати, вот я недавно хотела сравнить, чем она мне ее напоминает, и нашла вот такую фотографию певицы. Мне кажется, они ею вдохновлялись. Посмотрите, даже прическа та же самая. В общем, вот эта куколка очень удачная, и меня еще, конечно же, подкупает то, что у меня нет тамики. Я люблю разнообразные молды селить у себя, но все-таки я хочу дождаться скидок, потому что мне от нее нужна только голова. И вот на скидочках купить, забрать голову, и это будет супер. А пока что это, кстати, равнейшая красотка. Вот скажите, трудно жить в этом мире. Я так оставила рыжую. Из-за того, что она настолько ровная мне попалась, я голову ж таки оставила. А тело подобрала позже. Как бы эту куклу не ждала та же судьба, но у меня есть время подумать. Они мои, я никуда не спешу. Будем думать. Но пока она отправляется дальше стоять в коробке. Кстати, вот будет умора, если она не будет на скидках, а будет только дорожать. Я тогда буду визжать, если я ее уже продам к тому моменту. Ну, кто не рискует, тот не пьет шампанского, а я шампанское люблю. Ну и здравствуйте, приехали. Барби Basics номер 10. Кен, первый в этой серии кукол. Бульбина. Человек, который не любит петит кукол. Человек, который восхищается высокими людьми в принципе. Сама я не низкая, такой у меня вкус. Покупает пробник Кена. Покупает шкета. Покупает петит Кена. Покупает спорного карлика, как его называли. Если что, это не моя фраза. Но, короче, понравился. Понравился. И его единственного, вот так сходу, да, я оставляю себе сразу. И его мы сегодня полностью распакуем и рассмотрим. Мне не терпится. Кстати, чуть не забыла показать его на боковинке коробки. Вообще на себя не похож. Ни прическа, ни черты лица. Просто вообще это точно ИИ. Ну, короче, погнали распаковывать. Итак, наш пробничек Кена на свободе. Давайте рассмотрим его полностью и досконально. Барби Basics номер 10, но не Барби, а Кен. Выполнен он на молде Шон. Шона я благополучно профукала из луксов первой волны. Очень жаль, кстати. Хоть он и спорный, но сейчас у меня есть желание собрать всех луксов, а это уже практически нереально. Я морально не готова платить за них те деньги, которые они сейчас стоят. Скин-тон у него ровно такой, как у азиата лукс, как у индейца лукс и как у колясочника-блондина с молдированными волосами. Вот они все могут служить ему донором, если мы не хотим новый тип тела. Да, этот Кен, как многие уже знают, выполнен на типа петит теле. Официально этот тип тела называется Made to Move Slim Ken, то есть худой. Но он не только очень худой, что уже видно невооруженным глазом, его худые ноги. Мы обязательно сравним со стандартным Кеном. А также он более низкий, чем обычный Кен. Сколько уже смеялись, сколько споров вокруг этого Кена было, но мне он понравился и заинтересовал меня сразу. Да, я очень расстроилась, я наоборот хотела высокого дрыща. Я обожаю высоких дрыщей, и я хотела такого Кена. Но
маему шо маему. Я люблю все новое, поэтому его я захотела в коллекцию сразу и не сомневалась ни секунды. Потому что молд Шон, которого у меня нет, достаточно симпатичный Шон, новый тип тела. У меня как раз есть одна петитка, это будет ее жених, скорее всего. Они уже у меня переглядывались сквозь блистер. Когда-то однажды, когда у меня будет свободное время, я что-то буду на эту тему нафоткивать у себя в Инстаграме. Кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм. Буду всем очень рада. У нас там и челленджи, и фоточки, и пообщаться можем лично с вами, а не только здесь в комментариях. И в Телеграм, кстати, можно тоже прийти. Там есть ветка спилкувания, общения. Я там всегда на связи. Буду рада каждому. Конечно, в этом Кене я очень многое собираюсь менять. Оставлять на этом теле я его буду точно. Но вот над прической предстоит куча работы. Мне не нравятся эти кудрявые волосы. Как мы видим, у него выбритые виски. Не знаю название такой стрижки, но, в общем, а вверху копна, целая шапочка из кудрявых, залаченных в усмерть волос. Они аж липкие и неприятные на ощупь. Первым делом я буду вымывать, выпрямлять кипятком. Посмотрю, как это все выглядит. Я бы хотела собрать ему волосы в хвост. Я думаю, эти кудряшки можно выпрямить до какой-то более-менее длины. Посмотрю, как это все выглядит. Кстати, господи, как с него сыпятся волосы. Трешак, посмотрите на это. Фу, тут как будто брился какой-то мужчина. Причем не лицо. Так вот, если мне не понравится результат после кипяточка, я, возможно, вообще отправлю его на перепрошивку. Я его хочу потлачом. Хочу ему длинные волосы в таком же оттенке, как и есть. И с оставленными выбритыми висками. Скорее всего. Чтобы, собирая в хвост, это выглядело как у какого-то викинга. Ну, такого пробничка. Мне достался Кен с ляпсдыком краски на щеке. Этой точечки здесь быть точно не должно, потому что уже парочка Кенов самолетом, заказы чужие, приезжали, я видела их. А потом приезжает мой, и мне даже нравится, что у него это родинка. Это выглядит для меня как родинка. Это его отличает от других, что меня подкупает. Я безумно довольна Кеном, который мне попался. Одежду засирали все, кто только можно. Шутили, что он в пижаме, а мне нравится. Классный прогулочный летний костюм. Я б сама такой носила, и мои Барби тоже будут его тягать 100%. Или как пижамку даже, да. Но, короче, мне очень нравится и фасон, и этот принт тут вписался. Мы уже же его видели в наборах. Нормальные шлепки, тапки, тоже с них чего-то многие ржали, а мне они нравятся. И прикольный браслетик на руке. Все так лаконичненько, прикольненько. Конечно, да. Сразу видно непропорциональной ширины шею. Это, конечно, портит впечатление от Кена. Не знаю, почему Mattel так сделали. Хотелось бы шею потоньше. А так получается и голову поменьше. А так у него стандартная голова на стандартной шее, но при этом все конечности уже, короче. Это немного непропорционально выглядит. Но люди тоже все разные, фигуры у всех разные. Поэтому меня подкупает. Разнообразие тел – это круто в любом случае. Очень хочу и продолжаю хотеть высоченного Кена. Пока такой существует только один, этот Афро Джеймс Леброн. Я, кстати, ужасно хочу его в коллекцию, но он не made to move. Но как бы заготовочка у Mattel есть. Я надеюсь, будет и made to move тело высокого Кена. В дальнейшем бы я и не против курви, так сказать, Кена. В общем, это было бы все интересно, но помечтали и хватит. Давайте разденем, погнем, пощупаем, посмотрим. Футболочка из приятного стрейчевого материала. Сзади на липучке, но не по всей длине футболки, только вверху. Материал очень приятный, такая скользкая ткань. Шорты такие же, на резинке. Шлепки коричневые в тон браслету на руке. Короче, мне нравится все. Итак, ну такой дохлик. Дрыщик. Очень-очень стройный Кен. Предлагаю сравнить с его братом по скинтону, как утверждают таблицы. Эксклюзивный контент. Еще никто, кроме мастеров, не видел моего Кена Лукс Азиата. Теперь его зовут Такао. Кто знает, тот знает. Кстати, если вы понимаете, кто он теперь у меня, напишите в комментариях. Ищу своих.
В общем, он перепрошит золотыми ручками Леси К, многие ее знают именно так, и перерисован золотыми руками небезызвестной Пятихаточки. Он ждет свой аутфит, невесту и большую фотосессию на него. У меня большие планы, еще нигде его не выставляла. Ну, короче, по таблицам заявлено, что Кен Лукс азиат. Я забыла, какой у него порядковый номер. Такого же скинтона, как этот Кен. Посмотрим. Ну, я бы, кстати, так не утверждала. Очень близко, но само тело у Бейсикса Кена 10 более оранжевый подтон имеет. А голова так вообще очень оранжевит относительно тела азиата. Так что, ну, такое, это возможно, но я не скажу, что прям идентично. Давайте сравним тела. Ну, что я вам скажу? Не намного и ниже этот Кен. Но намного худее. Уже торс, уже плечи, уже руки, ноги вообще и короче, и намного худее. В ляжках так вообще. Такой тростиночка этот Кен, но это прикольно. Тела действительно отличаются. Шарнирность такая же, и грудной шарнир, и все. Руки, кстати, у этого Кена подкачанные такие относительно тела. Ну, а день ног он, очевидно, пропускал. Ну и немножко он ниже, но не то чтобы прям сильно. Конечно, у него волосы эти все очень торчат, залаченные. Ну, где-то на пол головы он ниже стандартного Кена. Попросим Такао удалиться и не соблазнять моих зрительниц и зрителей. Мне стало интересно сравнить рост Integrity Toys мужика с этим Кеном Slim. Ну, это такое батя и сын. Смотрится даже забавно, насколько большая разница. Кстати, да, смею заметить, что этот Кен сам прекрасно держит равновесие. Ну, это неудивительно, он приземленный. Если что, никого не хочу обидеть. Невысокие люди, не обижайтесь. Я юморю по-дурацки. Вот такая я. Он низкий, я полная. Все имеют право быть такими, какими хотят и какими являются. И каждый из нас по-своему красивый. Я никого не хочу обидеть и ничего не имею против, это только юмор. Но о Беллами я все-таки попрошу удалиться, чтобы наш новый житель не комплексовал. А вообще он нифига и не комплексует, он мне только что на ухо шепнул: пошла на***. Вот. Посмотрите на его уверенное в себе лицо. Кстати, да, он очень симпатичный. Его черты лица вполне в моем вкусе, когда я ему сделаю какое-то подобие длинных волос или прям длинные на перепрошивке. Он вообще очень сильно мне понравится, хотя и так он неплох. Конечно, мне хочется ему и стиль поменять. Очень интересно, во что его одевать. Ему явно не подойдут одежки от стандартного Кена. Наверное, вся одежда будет джинсы, брюки длинными. Кофты должны все подойти, но все равно свободненько будут сидеть, потому что торс, плечи шире у стандартного Кена. Ну, в общем, буду его менять. Однажды в шортс, наверное, покажу результат. Но это в такой долгосрочной перспективе. Пока он у меня постоит и порадует меня вот такая новиночка в первозданном своем виде. Довольна покупкой, довольна, что решила оставлять именно этого с его милой родинкой на щеке. Кстати, кто угадал сразу же, кого я оставляю? Есть такие? Очень интересно. Не забудьте об этом сообщить. Угадали вы и кого вы думали я из новой волны себе приобрела? Ну, в общем-то, время подвести итоги. Что я скажу? Лично для меня эта линейка, точнее эта волна бежевая, очень сильно проигрывает первой волне. Если там я сразу же сходу захотела 3 куклы точно, да, я взяла 1, 3 и 5, то здесь точно только 1. Мне прям понравился настолько, чтобы сразу его поселить. В первой волне я все-таки собрала их всех, и они меня все безумно радуют. Даже Карла, которую я зарекалась, что она мне не нужна, что она похожа на Викторию Лукс, она крутая и уникальная, и очень-очень фотогеничная. Не знаю насчет фотогеничности этих девочек, но вот в целом намного слабее. От той волны был какой-то, по-моему, у всех, я думаю, вы со мной согласитесь. В общем-то, да, у всех, по-моему, был вау-эффект. Когда только показали бейсиксов первых, это было круто. Ну, а дальше как бы уже, ну что, да, другие молды. Ну, эти бежевые цвета с золотистыми. Мне скучно, мне не нравится. Черные вещи мне зашли, те почти все, это круто. На первое место в моем топчике по этой волне я все-таки ставлю
Кена. Хотя многие, наверное, со мной поспорят. Он очень многим действительно не понравился. Я понимаю, почему, это большая вкусовщина, но мне нравится. Он на первом месте, потому что редкий молд, потому что мы наконец-то получили Кена в Basics, потому что Маттео именно поработал. Новый, никогда еще не виданный тип тела. Это первое место, законное и для меня неоспоримое. На втором месте, по моему вкусу, я бы разместила модель номер 9. Как я уже говорила, скорее всего, она будет в моей коллекции немножко позже, а может быть и скоро. Короче, я человек импульсивный, не знаю, что будет через 5 минут. Очень сильно нравится прическа, очень сильно нравится рисовка, нравятся серьги, нравится обувь, нравится сходство с Бейонсе. Это второе место. Честно сказать, а дальше я даже плаваю и не знаю, что вам сказать. Наверное, лично на мой вкус все-таки 0,6 Basics идет на третье место, потому что в целом она очень удачная. Приятное сочетание очень светлого скинтона с темными волосами, приятное выражение лица, рисовка и даже с этими желтыми тенями, ну, типа, это смотрится прикольно. Она все-таки будет на третьем месте, хоть и спорном третьем месте. На четвертом, пожалуй, Билли. Общий образ и прическа тащит. Ну и на последнем Виктория. Как странно, она была для меня на первом месте по промо-фото, а в итоге занимает последнее 5-е место. Во-первых, они почти все кривые, насколько я знаю. Я еще ни одну, кроме этой, вживую не видела, но видела миллионы фотографий других коллекционеров. Видела, люди снимали в магазинах у нас в Украине их уже. Но такое, очень много кривых. У меня, кстати, я не знаю, мне часто везет. Странный образ, это прическа с этими серьгами, как-то все вместе у меня не сочетается. В общем, вообще она просто скучная какая-то. Проигрывает всем остальным. Ну, в общем-то, вот такой мой топчик по Barbie Basics второй волне. Первое место, второе, третье, четвертое, пятое. Пишите свой топ вот так же, пожалуйста. Мне очень сильно интересно, какая кому нравится. Больше всех, какая меньше всех из кукол. С радостью почитаю, угадали вы или нет. Я надеюсь, все тогда написали свои предположения. Это же прикольно, я люблю интуицию проверять. В общем, я буду наслаждаться новым Кеном. Этим куколкам мы будем искать новый дом. А я ухожу сидеть и ждать ваших комментариев. Всем хорошего настроения, хорошего дня. С вами была Бульбина Долл. А зовут меня Альбина, напоминаю. Всем пока!